Я не задавал вопросов, Скримми. Например, можно раздобыть большой чан, набрать туда воды и сбросить туда выжившего. Что, черт возьми? Просто махните рукой перед собой, чтобы запустить программу. Давайте, ребятки, я верю в вас. Да, спасибо огромное, сэр. Вы так добры. О, ой. Ух ты. Итак, что у нас есть? Исторические данные, имеющие исторические ценности. Именно такую информацию мы получили в предыдущей серии, посмотрев сгенерированный искусственным интеллектом ролик от самой организации. О, тема довольно интересная. Я бы даже сказал щепетильная. Что было с Археем и куда пропал отец? Давайте честно, если про Архей, пропажу Скинта и внутреннее мироустройство стало понятно, то вот про Тадмавриэля и бункеры вообще ничего не сказано. Почему Тадмавриэля замазали? Почему его сделали вот таким? А самое главное, зачем создавались бункеры? Заметьте, вопросом данной темы задаюсь не только я, но и сам Лолошка. Информация, которую они мне дали, явно была тщательно отфильтрована. Например, там ничего не было про то, что некоторые жители Архея знали про конец света. Владелец моего бункера подготовился вообще идеально. Но, напомню, мы так и не уверены, что они готовились именно к концу времени. Об этом говорится даже здесь. Знали ли они про конец времени? Или готовились к другой катастрофе? Ах, сколько же вопросов. Наверное, все, что я хочу, это не откинуться от антискинта в скафандре и начать серию. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы, наконец-то, лицезрели старый добрый Архей. Да, тот самый Архей с той самой точки, когда мы примерно покинули его в сезоне Сердца Вселенной. Развитие, расовые войны, бездумная трата последнего Скинта. После того, как мать отдала последние мирохоческие силы, все это мы увидели в предыдущей серии. И не только увидели, но и тупо узнали. Кстати, если кто не помнит, мать, которая по сути является первым междумирцем, выглядит вот... Да, вот так. И про ее расу мы до сих пор мало что знаем, а возможно никогда и не узнаем. Короче, мне кажется, что если организация намеренно пытается исказить отца, то есть Тадмавриэля, а также очень навязчиво пытается отвязать меня от времени, то это лишь значит, что она знает куда больше, чем делится. Хотя ладно, это и так очевидно. Просто вполне реально, что кто-то там, внутри организации, осведомлен о моей способности проходить сквозь время, без дематериализации. Короче, ладно, может быть, когда-нибудь и о главах организации узнаем, а пока что, дамы и господа, Эй, погоди. А ведь оказывается, я не так уж и плохо устроился, да? Мало того, что организация так и не заставила меня отвязаться от времени, так я же еще и убедил их платить мне зарплату информацией. Ха, неплохо. Да, понятно, что контроль над этой информацией все еще у них в руках, и они могут скрывать ее часть, или даже манипулировать какими-то фактами. Но, скорее всего, я смогу заметить, когда меня пытаются обмануть или что-то там замолчать. О чем бы мне спросить у них в следующий раз? Да, скорее всего, следующая зарплата не скоро, но неплохо было бы иметь заранее несколько вариантов. Что же все-таки стало с завесой в Архее? Почему здесь не пропал антискинт? И... Что это вообще такое на самом деле, антискинт? О, и еще кое-что. Где сейчас все-таки находится Джон Дэйви Ха? О, просто стучат. Блин, еще недавно я был уверен, что это Малецкие, но ко мне так зачастили каждый раз все новые сотрудники организации, что я уже даже не знаю. А главное, что они стучать научились, серьезно? Может быть, Малецкий отразил в отчете мой комментарий о том, что надо стучаться и все такое? И они как-то модифицировали инструкцию? Забавно за этим наблюдать со стороны, конечно. Интересно, кого они прислали в этот раз? Так, давай проверим. Слушай, ну, вполне вероятно, Малецкий. Или тот Беннет. Опа-на. Так, подожди, это у нас жара, да? Получается, сейчас там очень-очень жарко. Давайте так, я ставлю на Малецкие. А, мне нужно прям выйти, окей. Ну-ка.
О, да, действительно, Малецкий. Привет, напарничек! Пока еще новобранец-стажер, но... Ай, ладно, короче, это не важно. Уж я-то договорюсь, чтобы нам дали продолжать работать вместе и после твоего обучения. И тебе привет, Малецкий. Ты как, зайдешь? Или снова пригласишь меня куда-нибудь? Хе-хе-хе. Не в этот раз, извини. Так чё, можно зайду? Ну, да, конечно. До этого заходил сам. Что в этот раз? Совесть проснулась? Еще раз привет. Интересно, зачем ты тут? Новые боги? Новые задания? Новая информация? Что? А, поговорить. Ща, тогда нагрудник снимаем, заряжаем. Говорить. Ну, короче, Лулошка, сдал я отчет о нашей последней вылазке, расписал там, как провел инструктаж тебе, и как показал на практике, в чем состоит назначение штурмовика. И ты представляешь, они у меня не приняли его, сказали, что такой инструктаж никуда не годится. Не по протоколу, видите ли. Ой, блин. Иногда я забываю, насколько у нас все строго регламентировано. Только не подумай, не. У нас постоянно вносят изменения в протоколы. И отделы кадры стараются оперативно реагировать на обратную связь, которую получают из внешнего мира. Но вот иногда они просто игнорируют твои доводы, если те кажутся им недостаточно значимыми. Хотя... Вообще, ладно. Может быть, тебе и действительно не помешает более подробный инструктаж провести. Но ты уж прости, Лулошка. Поведение твое на последнем задании было реально не оптимальным. Наверное, это я плохо тебе все объяснил. Тогда это, да, конечно, моя вина. Так что не бойся. Никаких санкций от начальства. Так, слушай, Малецкий, а ты к чему клонишь? А? Да ну, ни к чему. Просто хотел предупредить тебя и... ну ладно. Короче, меня же все-таки заставляют провести тебе этот настоящий инструктаж. По регламенту. Но поскольку ты не отвязан и не можешь попасть в Синклит, я не понимаю, как это будет выглядеть. В Синклите-то у нас оборудована крутейшая тренировочная комната. Я не думаю, что вне Синклита возможно воспроизвести что-то подобное. Но они наверняка ведь как-нибудь выкрутятся, да? Мне сказали, что самое главное, чтобы было наиболее близко к тому, что в регламенте прописано. А мой вариант, видите ли, слишком отклоняется. Впрочем, смысл спорить-то? Сиделки все упрямые, занудные до невозможности. Короче, Лулошка, ты будь готов, что скоро я заявлюсь к тебе с какой-нибудь фигней. Пока, правда, сам не знаю с какой. И не очень понимаю, насколько скоро заявлюсь, Ладно, Малецкий, я понял, не переживай. Меня, если честно, ничем особенно уже не удивишь. Я сейчас нахожусь в мире, в котором наступил конец времени. И разговариваю со взрослым человеком, который выглядит как ребенок. Потому что его отвязали от времени. Ну да. Да. И я напомню тебе еще на всякий случай, что я мироходец. И я немало повидал на своем веку. Хотя почти все и забыл. Ну, забыл? Вот это у тебя откровения пошли. Погоди, а что с тобой такое случилось-то? Насколько много ты забыл? Блин. Слушай, Малецкий, ты прости, но... Не то спросил. Да, мне бы просто не хотелось сейчас вдаваться в подробности. О, и еще, я бы тебя попросил об этом никому не рассказывать, конечно. Ну да, конечно. Хочу, чтобы ты знал, Лулошка. Ничего из того, что ты мне рассказываешь, я не собираюсь передавать кому-то еще. Только сухие факты в отчетах. И все. Рад слышать, Кацпер. Я мог бы сказать тебе, наверное, то же самое, но мне и рассказывать-то особо некому. Ну, надеюсь, это ненадолго. Ладно, короче, мне идти нужно. Разбираться еще в этой технологии, которую они там готовят для инструктажа во времени. До скорого, наверное. Давай, Малецкий, пока. Какую-то фигню принесет? Ну что ж. Пока что я, наверное, могу занять себя чем-нибудь полезным. Ага. Подожди, еще раз. То есть, получается, я первый, кого будут инструктировать не в Синклите. У нас оборудована крутейшая тренировочная комната, и не думаю, что вне Синклита возможно воспроизвести что-то подобное. Но сиделки наверняка как-нибудь выкрутятся. Окей. Получается, ждем. На всякий проверяем поломки. Здесь у нас идеально. И, короче, в начале серии я хотел показать хорошую новость. Помните, я начал исследовать яйцо слайма. И да, оно исследовалось. Завершить.
Оу, На то, чтобы создать, надо потратить немного слизи, а также изумруд кристалл. По-моему, у меня где-то было. О, 2 штуковины. Одну забираем. К слизню забегаем. Привет, дружище. И да, сгусток слизи тоже присутствует. Ща у тебя брат появится. Ну-ка. О, да, яйцо слайма. Блин, наконец-то. Я вот правда, я пока не знаю, зачем мне это надо. Я не совсем понимаю, зачем мне 2, 3, 4, 10 слаймов. Но, как минимум, это просто приятно. Прикольно, что я могу создавать себе какие-то желешки, которые можно кушать. Легкий перекус. Не портится. Само яйцо слайма будет, наверное, выращиваться минут 10 реального времени, поэтому придется жестко так подождать. Но ничего, еще вернемся. А теперь у меня более-менее житейские новости. В начале предыдущей серии я сказал, что у нас мало еды. И в конце предыдущей серии сказал, и сейчас сказал. И я тут подумал, нужен пищеблок. Текущий уровень модуля 1. Для улучшения потребуется... ну кстати, это очень легко. Отследить. Задание модуль пищеблока 2 обновлено. Например, нам потребуется какая-то скалка. А вот и Малецкий, кажется. О, серьезно? Так быстро? Сейчас, погоди, у меня скалка, ребят, скалка. Это очень важно, я считаю. Ей можно даже драться. Прикольно. И все создание вот этого модуля состоит из всяких скалок, кастрюль, мисок, баночек. Вот баночка с специей с сахаром. Это что такое? А, это просто сахар и цветочный горшок. Изи. Ладно, кто там пришел? Ой, стоп, куда это я? Обязательно скафандр. Что, опять выйти? Эй, Лолошка, снова привет. Позволь тебе представить другого нашего новобранца. Здравствуйте. Скримера. Скример, знакомься, это Лолошка. Приятно познакомиться. Привет! А я обожаю таких персонажей. Да, и мне очень приятно, Скример. Ну чё, Лолошка, ты как? Готов пройти инструктаж для стажеров организации? Каждый, вступающий в наши ряды... Да, Малецкий, ты же мне уже все объяснял. Да, Лолошка, ты чё, я же по регламенту иду, по регламенту. Если бы мы были вдвоем, ну, я бы опустил эту часть, конечно. То есть, господа, каждый, вступающий в наши ряды новобранец, должен пройти подробный инструктаж. Есть, сэр. Скример, ты чё это? Я же просил тебя обращаться ко мне, ну, по-нормальному. Если не маршал там какой-нибудь, это... Ой, да, прошу меня простить, сэр. Ой, то есть, господин. Ой, то есть... Да все, просто Малецкий, дружище, просто Малецкий. Не нервничай ты так, Скример. Да, прошу меня простить, просто Малецкий. Я не могу, сори, ребят, я долго сдерживался. Я не могу. Это хорошо. Короче, вы двое, попрошу вас слушать меня особо внимательно. По окончании инструктажа вы должны будете расписаться в ведомости о том, что инструктаж прошли и вопросов не имеете. Соответственно, если в будущем вы совершите на задании какую-то грубую ошибку, о которой вас предупреждали на инструктаже, то вас могут отштрафовать. Конечно, сэр. Справедливо, сэр. Ну что, вы двое готовы? Давайте, пойдемте. Это получается новобранец, как и я? Скример? Блин, мне он так нравится. Стой, Малецкий. А ты куда нас ведешь-то? Ты как только что назвал своего начальника. Это неправильно. Черт. Скример, успокойся, пожалуйста. Он обращается ко мне так, как я хочу, чтобы ко мне обращались. Я понял, сэр. То есть, Малецкий. Короче, Лолошка, я искал какое-нибудь место, где можно провести что-то типа лекции. Не в бункере же у тебя это делать, да? Да и начальство бы это не одобрило. Уж если не Синклит, то должна быть какая-то нейтральная территория. Ну, логично, пожалуй. Мы в подвал пойдем? Зачем же в подвал-то? Там есть прекрасный большой актовый зал. О, актовый зал. Да, Скример, давай, вперед. Блин. Бедняга новобранец. Ну, чё, он не мироходец. Он ничего еще не видел, жизни не видал, понимаете? Вот такие вот новички у нас. Что это вообще за раса? Это рыба какая-то? Ну ладно, короче, вы тогда садитесь, а я, пожалуй, пойду подготовлюсь.
я тоже. А вообще, знаешь, я вижу, ты уже в любимчиках у начальства. Ну, это ненадолго. Спорим, я первый получу повышение. Какое еще повышение? Я не собирался Коллеги, Начальник говорит. стажеры, новобранцы организации, прошу внимания, инструктаж начинается. Самое первое и главное, что вам нужно запомнить, это то, что организация придерживается строжайшей политики невмешательства. Это значит, что мы ни в коем случае не имеем права влиять на то, что происходит в живых ветках. Понятно? Понятно. Хотя на всякий уточню, в живых ветках нас вообще быть не должно. Но так, на всякий случай реально предупреждаю. Итак, в стертых ветках мы никак не можем обнаружить своего присутствия. Я, да, понимаю, звучит странно. Зачем прятаться от тех, кто и так уже ослеп от боли и подлежит ликвидации, верно? Тем не менее, поясняю, для некоторых были прецеденты, когда сотрудники допускали ошибки, и секретность организации попадала под риск. Поэтому еще раз, мы стараемся не попадаться на глаза выжившим. Это раз. Второе, хорошо бы по возможности подстроить смерть выжившего так, чтобы она выглядела как несчастный случай. Например, да? Скример, у тебя вопрос? Нет, я хотел ответить. Так, я не задавал вопроса, Скример. Например, можно раздобыть большой чан, набрать туда воды, вскипятить ее и сбросить туда выжившего. Что, черт возьми? Нет, Скример. Зачем так много лишних действий? Можно же просто сбросить его в реку. Но тут скорее нужно понимать, какие вещи сработают, скорее всего, только со смертными, которые выжили каким-то чудом, а какие можно использовать при ликвидации бессмертных или почти бессмертных существ. Да-да-да, понятно, что под влиянием концентрированного времени в воздухе они чрезвычайно ослаблены. Короче, строго говоря, бессмертие — это независимость от времени. То есть эти существа как бы по природе своей наполовину отвязаны. Ага. Это если сильно упрощать. Я сам не знаю, если честно, и не понимаю, что это значит, но мне так объясняли. Когда происходит конец времени, эти существа входят в плотный непосредственный контакт со всем временем, которое когда-либо было и будет. Что, собственно, и делает их смертными. Но не убивает. Да, совсем не убивает. Если же говорить о полубессмертных существах, то есть тех, кто формально не бессмертен, но обладает феноменальной способностью регенерировать и живет, как правило, очень долго, с ними же я рекомендую использовать методы, поражающие сразу все тело. Тогда будет меньше вероятности, что они восстановятся благодаря их способности к регенерации. Ну вот... Можно? Да, Скример? Например, можно сбросить их в серную кислоту. Ух ты ж, Скример. Слушай, мы тут не то чтобы мучить выживших пытаемся. Наша цель наиболее быстро и безболезненно окончить их страдания. Ты запомни это. Ну... Тогда можно сбросить что-нибудь на выжившего. Например, огромный камень. Ну да, как вариант. Неплохо, Скример. Слыхал? Неплохо. Тебе хана. Да... Что я... Итак, если проще, пользоваться можно любыми методами, которые вам подсказывает ситуация. В протоколе не прописаны конкретные способы ликвидации, так что... Штурмовик имеет право проявлять свою изобретательность в каждом конкретном случае. Это, знаете ли, даже приветствуется. Да, Главное, чтобы секретность организации не попадала под риск. А что же касается бессмертных существ, богов и так далее... Здесь мы используем специальное оружие, разработанное исследотделом. Я не знаю, как оно устроено, нам такую информацию не раскрывают, но мучение бессмертных заканчивает мгновенно. Использовать его напрямую, правда, нежелательно. Кстати, если вы понимаете, что выживший еще в состоянии использовать это оружие самостоятельно, то лучше незаметно подбросить его несчастному и отдать его собственную судьбу в его же руки. Поверьте, ни разу на моей практике не было, чтобы кто-то предпочел бы остаться в живых. Джон,
Капец. Вот это примерчик. Ну, а теперь позвольте зачитать вам этический кодекс полевого сотрудника. Сейчас. Положение первое, пункт 1. Каждый полевой сотрудник обязуется во что бы то... Спустя полчаса. Помимо этого, каждый сотрудник организации обязан обращаться к своему непосредственному начальству в случае возникновения внештатной ситуации любого характера. Также защищать интересы организации в любых обстоятельствах. Ой. Фу, блин. Ну, наконец-то. Я сам устал, бедный. Итак, стажер Скример, стажер Лолошка, добро пожаловать в наши ряды! Спасибо, сэр! Это большая честь, и я буду... Да, тихо. Давайте теперь перейдем к практической части инструктажа. Пойдемте на улицу. Как же он бесит его. Скример Малецкого в плане. Ну ничего, зато я не бесю. Я нормальный, я многое повидал в своей жизни. Но мне нравится Скример. Так, что в итоге? А, поговорить? Ну чё, ты готов? Да, Малецкий. Ну, наконец-то, тогда начинаем. Вот, это тебе. Что? Это VR-очки? Реально VR-очки. Слушайте, честно говоря, я не знаю, что именно там подготовил наш исследователь для этого случая. Мне сказали, что испытание максимально приближено к тем, которые мы проводим в Синклите. Ну, в нашей тренировочной комнате. Просто махните рукой перед собой, чтобы запустить программу. Я буду ждать вас здесь, с результатами. Давайте, ребятки, я верю в вас. Да, спасибо огромное, сэр! Вы так добры! Не. О. Ой! Ух ты! Ой! Что, не поговоришь со мной? Вот бы ему подножечку подставить, да? Малецкий, не поболтаем, ну окей. Ладно, пока Скример у нас что-то делает, давай, наверное, тоже будем это делать. Если существуют очки виртуальной, то существуют ли очки реальной реальности? Мне так нравится эта серия, блин. Ну ладно, что мне? Как использовать? А, катсцена. Чё, как это работает, блин? Очки на скафандр? Ну ладно, в целом там, наверное, все видно. Внимание! Проверьте свой планшет. Где я? О, стоп! Это же место! Слушайте, это крутые виртуальные очки. Это очень крутые. Я бы такие в жизни хотел. Типа, они проецируют все то, что у тебя в реальной жизни. То есть ты типа не запнешься. Ну или как они работают, я не понимаю. Ладно, планшет. Сейчас я 4, 7, 8, 6, 3. Пытаюсь найти какую-то тут подсказочку, но не-не-не-не-не. Это у нас значок, получается, организации, задание, номер, бла-бла-бла. Открыть. Вид задания. Ликвидация выжившего. Автор задания. Кребе Бреже, Ж. Кребе Боб. Я не могу это читать нормально. Это что такое? Отдел учета. Ага, ну вот хотя бы так. Исполнитель Лолошка. Отдел исполнения решений. Координаты, по которым находится цель: минус 3067, 69, минус 129. Информация о цели. Вампир. Существо с очень ограниченной смертностью. Единственный способ остановить сердечную мышцу – прямое ранение серебряным предметом. Длительное пребывание на солнце не убивает их, но приносит невыносимые страдания. Угу, ну у нас как раз сейчас солнце, да? Минус 3067. Это... стоп. У меня вейпоинты все сохранились, но нету вампира. То есть придется именно по координатам искать. Ладно. Опять же, если по координатам, то это сюда. Так, сюда зайти можно? Ладно, попробуем пройти здесь. О, кажется, вот она, моя цель. Что же мне с ним делать? Подойти и выстрелить серебряной пулей в сердце, спрятать револьвер с серебряной пулей где-то рядом и заставить вампира найти его. Бросить револьвер с серебряной пулей в сторону вампира. Ну, вообще, чисто в теории нам говорили про бросить, а если спрятать? Так, а что если... Что если я положу револьвер под тем дальним навесом, а потом заставлю вампира переползти под него? Таким образом, он сам найдет револьвер, да? Но где взять серебряные пули? Внимание! Вы можете воспользоваться вашим виртуальным материализатором. Что я могу материализовать? Погоди, так у нас же и револьвера нет, точно! Тогда получается револьвер,
с серебряными пулями. Готово. Револьвер с серебряными пулями у вас в инвентаре. Прикольно. Так, в итоге под каким навесом надо спрятать? Я так понимаю, что кинуть в его сторону это было бы странно, потому что... Ну, это странно, да, очевидно. Все-таки спрятать как-то получше. А как? А под каким навесом? Я же не должен спалиться. Мне кажется, что должна быть какая-то интеракция. Типа, я должен положить револьвер, но... Никакой интеракции я не вижу. Здесь вроде бы тоже ничего. Если я попробую зайти... ну, конечно. Я провалил задание, да? Да. О, я с другой стороны появился. Так, кажется, вот она моя цель. Что же мне с ним делать? Бросить револьвер серебряный. Спрятать. Ну, опять спрятать? Так, а что если я положу револьвер под тем дальним навесом, а потом заставлю вампира переползти под него? Таким образом, он сам найдет револьвер. Но где взять серебряные пули? Внимание! Вы можете воспользоваться вашим виртуальным материализатором. Что я могу материализовать? Так у меня и предыдущий не обновили. Ой, в смысле, не убрали. Ну, давай снова револьвер с серебряными пулями. Готово. Револьвер с серебряными пулями у вас в инвентаре. Окей. Ну, может, это визуальный баг скорее, да? Ну, плевать. Главное, что револьвер есть. Где можно спрятать? Вот это навес? Как будто это навес. Типа, вампиру надо прятаться там, где нет солнца. Во! Реально, вот он. Положить револьвер. Так, хорошо. А дальше-то что? Как мне заставить его переместиться под этот навес? Он вообще в состоянии самостоятельно ползти? Блин, почему все так сложно? Почему вы просто не стреляете издалека? Расстрелять крепежи навеса из револьвера, найти веревку, сделать лассо, набросить его на ногу вампира и... Что, перетащить его под этот навес? Нет, попытаться использовать магию, чтобы сдуть навес. Да, получается, он же сейчас под навесом, а мы его сдуем. Раз уж я в симуляции, почему бы не попробовать наколдовать ветер? Ну-ка. В симуляции можно что угодно, да? Ой-ой-ой. О, черт. Не успел я порадоваться, что у меня получилось использовать магию. Как выяснилось, что я принял совершенно дурацкое решение. Я не думал, что он будет страдать настолько сильно. Черт. Ой. Ползет. Ой. Так. Почему солнечный свет не убивает меня? Почему я не могу просто умереть? Пожалуйста, кто-нибудь. Что это? Не может быть. Неужели? О, черт. Поздравляем! Вы успешно выполнили тренировочное задание и набрали 9 баллов из 10. Этот результат лучше, чем у 96,4 новобранцев. Ну и хорошо. Раз уж прошел, можно и снять эту дурацкую штуковину. Да. Что? Я реально здесь? Не, да ну нафиг, я прям реально ушел из города. Это пипец, это не то, чего я ожидал, честно. Я почему-то думал, что это все-таки происходит где-то там. Ну, прямо около Малецки. Какую странную VR-фигню они придумали. Вот реально, Малецкий сказал, что фигню принесет. Фигня и есть. Куда там? Я, по-моему, здесь шел, да? Во, все, я нашел. Здорово, Малецкий, а где скример? Че, как, поговорить? О, Лолошка, а ты у нас крутой! Я получил уже результаты твоего тестирования на планшет. Мало того, что ты сдал с первой попытки, да еще и с таким результатищем! Надо сказать, я реально впечатлен. А вот у скримера там какие-то проблемы. Боюсь, затянется эта история. Да уж. Ты это, если что, прости, что такой официозный инструктаж вышел. Навязали мне этого новичка, блин. Видите ли, не было свободных штурмовиков, кто мог бы заняться его инструктированием. Я думаю, ты можешь домой идти, своими делами заниматься. Не буду тебя задерживать. Это оставь, пожалуй, мне. Верочки.
Прикольно, мне понравилось. Спасибо тебе, Малецкий. Я бы составил тебе компанию, но у меня костюм разряжается. Да, кстати, точно. Все время забываю, что ты зависим от этой штуковины. А мог бы, если что... Ладно, я понимаю. Не сейчас, не об этом. Давай, беги, заряжай свой костюм. Давай, пока, Малецкий. Пока-пока-пока. О, как же хорошо, что нас телепортирует. Ох ты ж, блин, 3%! Сильно-сильно! И мало-мало. А ну-ка сразу заряжаем. И Лолошка, скажешь что-нибудь? Нет? Блин, обидно. Мог бы и сказать. Друзья, ну надеюсь, вы все поняли. Отныне у меня появился новый грозный соперник. Скример. Ненавижу скримеры. Ладно, если серьезно, мне безумно понравилось, и особенно это. 9 баллов из 10. Этот результат лучше, чем у 96% новобранцев. Наверное, я бы набрал меньше баллов, если бы просто кинул пистолет вампиру. Типа, это было бы не так незаметно. Но давайте будем честны, это видео может стать куда лучше, собрать на 100% больше результата, чем другие видео, если вы поставите лайк и подпишитесь. Друзья, не забывайте, что ваша поддержка — это лучший буст к мотивации. Команда старается, мы все стараемся. Все ради того, чтобы вы получали эмоции. Надеюсь, вам правда нравится, что вы смотрите. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Скример. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.